Всем привет! Сегодня третий выпуск заметок у мишени, и мы поговорим о ритуальных движениях в дарте. Под ритуалами я буду понимать такие движения, которые совершает игрок неизменно перед каждым подходом или каждым своим броском. Эти ритуалы и формируют индивидуальные особенности техники игрока, но они имеют и вполне практическое значение. Во-первых, ритуалы задают необходимую повторяемость движений во время подхода, а во-вторых, ритуалы задают комфортно для каждого игрока ритм бросков. Давайте посмотрим за Гарри Андерсоном, двукратным чемпионом мира. Сейчас он готовится совершить свой подход. Вот таким движением ноги он начинает каждый свой подход к мишени. Подходит, наступает на бортик и далее уже встает в стойку. И так каждый подход, где бы он ни играл. Еще один ритуал Андерсона. При замахе слегка касаться очков оперением дротика. При телевизионной картинке это сложно заметить, но тут помог сам Андерсон, рассказав об этом. Когда я с очками, я их задеваю перед тем, как сделать бросок, куда я хочу. А это Саймон Уитлок, австралийский волшебник. Каждую свою постановку кисти для броска он сопровождает отрывистыми движениями. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ритуальное движение трехкратного чемпиона мира Майкла Ван Гервена не сразу бросается в глаза, но если приглядеться, абсолютно перед каждым своим броском, занося дротик для замаха, Майкл на доли секунды выпрямляет руку, задавая необходимый ритм для броска. А вот Адриан Льюис, например, каждый свой бросок сопровождает открытием рта. Иногда легким, но зачастую явно выраженным. У еще одного чемпиона мира, Питера Райта, темп игры невысокий. Этому способствует его ритуал – прицеливание. Он плавно, как птица-крыло, поднимает руку с дротиком и фиксирует ее неподвижно в прицельной позиции, и уже затем заносит для замаха, при этом отводя голову немного в сторону от дротика. Если Питер Райт слегка отводит голову от дротика при замахе, то Роман Обухов плавно следует головой за траекторией замаха дротика. Еще одним ритуалом у Обухова является манера доставания дротиков. Если обычно дартсмены одной рукой бросают, а другой дротики держат, то Роман во время броска хранит свои дротики в специальном кармане и достает и бросает всегда одной рукой. Ну и напоследок коснемся немного женского дартса. Ритуальные движения в нем, на мой взгляд, еще более выражены. Откроем любую трансляцию и понаблюдаем. Посмотрите, как дартсменка перед каждым броском опускает руку вниз, перед замахом. А вот таким волнообразным движениями ставит руку для броска следующая дартсменка. Или вот так приветствует мишень открытой ладонью перед каждым броском еще одна представительница прекрасного пола. Ну а вообще, ритуалы могут иметь не только внешний характер. Кто знает, что происходит внутри самых разных игроков. Возможно, кто-то считает про себя для ритма, кто-то напевает в голове любимую песню, кто-то задерживает дыхание, а кто-то читает мантры. Различные ритуальные движения можно найти практически у любого состоявшегося дартсмена. Такие движения обычно формируются естественным путем со временем. Однако некоторые профессионалы рекомендуют новичкам искусственным путем находить для себя такие движения, чтобы сформировать необходимую повторяемость движений в подходе и найти свой комфортный для игры ритм броска. Напишите в комментариях, что вы думаете о ритуальных движениях в дарте и замечали ли вы их у себя. Ну а на сегодня все. Играйте в дартс. Встретимся у мишени.